Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 20 января 2022 года. Поговорим о народном празднике, поговорим о церковном празднике и поговорим о том, что обязательно нужно сегодня сделать, что нельзя сделать, друзья. И проведем обязательно с вами очень чудодейственную практику. Обязательно 20 января нужно помыть полы, но не просто помыть, а сказать еще магические слова, которые защитят вас от негатива и привлекут изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и нужной информации. Итак, друзья, 20 января народный праздник Иван Бражник. В церковном православном календаре это день собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, свадебник, зимний свадебник, перезимник, бражник или зимний мясоед. Обращаем ваше внимание, что именно 20 января с утра, прежде чем сесть за стол, обязательно выпейте крещенской водички. И вы знаете, еще 20 января в некоторых местах этот день считали праздничным, потому что никакой работы сегодня не выполняли. А в других селениях после обеда женщины начинали посиделки с работой. И считается, что 20 января человек, который купил в этот день в церкви нательный крестик, порадует своего ангела-хранителя, призванного оберегать его всю оставшуюся жизнь. Также 20 января запрещалось умываться, так как считалось, что человек, который нарушит этот запрет, может быть жестоко обманут тем, кому полностью он доверял. Поэтому по народному календарю, друзья, сегодня и празднуют Ивана Бражника. И этот день, 20 января, неспроста назвали бражником, потому что сегодня крестьяне перед тем, как сесть за стол, пили крещенскую водичку для того, чтобы быть здоровыми, а после запивали свои беды брашкой. Конечно же, во время святок люди ходили друг к другу в гости, но вот корчму уже посещать было нельзя. И вот именно сегодня этот запрет снимался, но при условии, что в шинок пойдет вся семья. И период с Рождества до Масленицы это считался свадебный период, поэтому часто в эти дни проводились и бракосочетания, и сватанья. Так вот, сегодня запевали не только горести, но и девическое счастье, когда девушку отдавали замуж без ее согласия. Также в народе было такое поверье, что если 20 января обмыть скорби новоиспеченной невесты, то она очень скоро привыкнет к своему супругу, а возможно даже и полюбит. Кроме того, с 20 января заканчивалось святочное веселье, поэтому крестьяне уже возвращались к обыденной жизни. На посиделках женщины снова шили, пряли, вышивали, а также вязали. А молодежь могла еще повеселиться. Пели песни, рассказывали байки, гадали, играли в игры и танцевали, потому что это был последний день безделья. Конечно же, домашний скот в этот день угощали специальными блинчиками и хлебом, обязательно посыпанным солью, сохраненным с Рождества. Считалось, что тогда животные будут лучше плодиться и не станут болеть. Сегодня наблюдали и за погодой, ведь не зря еще его называют этот день перезимник, потому что очень часто он напоминал весеннюю переменчивость. По утрам могли стоять туманы, в обед ясно, а к вечеру могли быть и осадки. На Ивану Предтечу 20 января по традиции проводили ритуалы, обряды от порчи и всевозможных болезней. А вот рожденные в этот день считалось люди с совестью, добропорядочные и отзывчивые, а также отличаются горячим нравом. Им подходит янтарь.
Главная примета этого дня, которая говорит нам о том, что ни в коем случае нельзя делать 20 января, в день Иоанна Крестителя, она связана именно с употреблением алкоголя. По народным поверьям в этот день запрещено не выпить хотя бы одну каплю алкогольного напитка, иначе весь год пройдет в печалях и слезах. Дело в том, что наши предки знали о том, что 20 января принято было варить пиво, которое должен был попробовать каждый взрослый человек. Однако нужно было соблюсти меру. Кто же ее превысит, тот в свой дом приведет несчастье и горести. Нельзя было 20 января начинать застолье из первых блюд. По народной примете тогда ни одной цели не добьетесь в течение года. Конечно же, в день Иоанна Крестителя перед завтраком, обедом и ужином нельзя ни с кем разговаривать, пока не выпьете немного освященной на крещение воды. И обращаем ваше внимание, что все-таки в этот день старайтесь не бездельничать, иначе пройдет этот год весь в нищете и в голоде. Также обращаем ваше внимание, что 20 января запрещено было и убивать мышей. Они в этот день предсказывают скорое прибавление в семействе, а убитое животное ассоциировалось у наших предков с нерожденным ребенком, что особенно страшило беременных женщин в этот день. Также нельзя, был запрет 20 января и гнать с реки диких уток, иначе считалось, что заветное желание никогда не исполнится. 20 января наши предки старались в этот день крестить младенцев, чтобы у них в крестных сам Иоанн Креститель был. Конечно же, постарайтесь этот день начинать со стакана святой воды и заканчивать. И даже постарайтесь 20 января подлить хотя бы капельку вот этой святой водички своим животным, чтобы они были крепкими и здоровыми. Также обращаем ваше внимание, что 20 января не рекомендуется поднимать с пола булавки или иголки. Считается, что вместе с ними вы можете подхватить и негативную энергию. Также 20 января не смотритесь в зеркало. Чем дольше вы смотрите на свое отражение, тем больше красоты уйдет. Также в этот день лучше всего не завидовать никому, не злиться и стараться поменьше говорить об этом вслух, потому что 20 января нужно наоборот постараться порадоваться за ближнего человека, и тогда частичка его удачи передастся и вам. И вы знаете, существовала традиция, согласно которой девушка, выходящая замуж, должна была пригубить немного вина, и тогда в ее жизни не будет слез и горестей. Давнее поверье гласит, если у незамужней девушки или неженатого парня в этот день зверский аппетит, то в данный момент по ним сильно тоскует тот, кто влюблен. А вот если вам посчастливилось увидеть на водоеме утку или лебедя, то в скором времени ваше заветное желание исполнится. К тому же в вашей жизни произойдет и радостное событие. И сегодня у нас с вами 20 января. Достаточно спокойный, мирный, умиротворенный день. Кроме того, сегодня день Иоанна Крестителя, и все посвящено ему. А мы с вами можем провести простую практику, с помощью которой отогнать от себя и от своего дома негатив и привлечь изобилие, достаток и благополучие. Поэтому обязательно 20 января в любое время проведите эту доступную и действенную практику. Нужно помыть полы в доме. Когда вы набрали воды, обязательно воды ведро или в емкость, где вы моете тряпку, обязательно скажите: водичка, сестричка, прогони напасти, смой беду и ненастья, дай прилив сил, защити, обереги, мне сегодня помоги. Истина, да будет так. Эти слова нужно вот проговаривать каждый раз, когда вы набрали воду и планируете мыть тряпку. Поэтому сегодня тщательно постарайтесь помыть полы во всем доме и во всех углах. Друзья, далее у нас с вами лунный календарь на 20 января 2022 года.
20 января у нас с вами будет 17 и 18 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Лев. Лев. Обращаем ваше внимание, что сегодня время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятно будет первая половина дня, когда энергия на подъеме и любое творческое дело идет на лад. Однако следует тщательно контролировать буйство сил. Не все могут выдержать значительную перемену ритма. Этот день переполнен положительной энергией. Наиболее чувствительные люди могут получить важные для своей жизни откровения, которых они ждали уже давно. По этой же причине есть вероятность судьбоносной встречи в этот день, которая осчастливит вас удачным браком, так что стоит приглядеться к новым знакомствам в этот день. Помимо этого, распределение такого обилия энергетики ляжет и на ваши плечи. Если вы умеете ею управлять, день пройдет идеально. Если же вы допустите слабость и растеряетесь, как и куда направить это буйство, все может закончиться весьма печально. В этот день многие будут устраивать шумные вечеринки, которые будут заканчиваться попойкой и дракой. Поэтому лучше, если вас пригласили на такую вечеринку, откажитесь. С другой стороны, этот день пропитан любовью, и поэтому эту любовь захочется дарить своей половинке много и бесконечно. Поэтому именно сегодня возможно примирение двух рассорившихся влюбленных, удачные бракосочетания и самые страстные и жаркие ночи любви, которые можно себя вообразить. Энергетика этого дня плодотворна и для творческих начинаний, так что у вас есть прекрасная возможность самовыражения, которая и закончится небывалым успехом для вас. Только, пожалуйста, направьте энергию в созидательное русло, и вы станете автором настоящего шедевра, который удивит и вас самих, и даже всех окружающих. И вы знаете, сегодня, если у вас есть такая возможность, то сегодня спланируйте месяц таким образом, чтобы этот лунный день остался свободным от любых дел, потому что именно он предназначен для активного отдыха. Этот день недостаточно хорош для рутинной работы, поэтому лучше оставьте его на составление отчетов. Не следует начинать сегодня какие-либо новые дела, постарайтесь заканчивать ранее начатые и неоконченные дела. Вероятно, что серьезные переговоры сегодня не удадутся. Не надо связывать себя никакими обязательствами. Это день внутренней свободы, поэтому не создавайте себе долгов и, пожалуйста, не давайте обещаний. Сегодняшний день – это настоящий праздник вдохновения для людей творчества и искусства. Также этот день хорош для путешествий, торговли, а также подходит вполне для проведения финансовых операций. Что же касательно стрижки волос, то не нужно бояться сегодня никаких манипуляций с волосами. Можно сказать, что для этого этот день и предназначен. Даже самая простая стрижка принесет вам много пользы. Но если вы решитесь на смену имиджа, то точно не пожалеете. Будьте смелее и попросите сделать вам такую прическу, которую вы сами давно хотели. Парикмахер обязательно поделится с вами своими советами по укладке вашей новой стрижки, что сильно упростит вам утренние сборы на работу в будущем. Обращаем ваше внимание, что в этот день красота приумножается, поэтому стоит уделить внимание ей чуть больше. Волосы, наращенные в этот день, будут долго держаться и поднимать вам настроение. Вот химическая завивка или кератиновое выпрямление пройдут удачно и придадут волосам здоровый вид. Полностью обновившись, сходите повеселиться с друзьями. Но даже в такой чудный день будьте все-таки осторожны, завистники вас сегодня могут сглазить. Окраска волос натуральными красителями в рыжий или светлый цвет волос улучшит отношения с близкими людьми. Что же касательно собой прически, то заплетите небольшую косичку, затем вплетите в нее обязательно желтую ленточку. Такая прическа привлечет солнечную энергию, и этот день станет для вас днем надежды и энтузиазма.
Также обращаем ваше внимание, сегодняшний день требует тщательного контроля, поэтому избегайте ситуаций, где возможна повышенная эмоциональная реакция. Поэтому в природе будто знаете, бродить будут хмель, поэтому встряски и перепады энергии могут привести к неприятным последствиям, а масштаб этих последствий может быть значительным и даже трагичным. Именно в этот день произошли и особые восстания в мире.